правильном уходе луковица амарилиса может жить и прекрасно обильно цвести больше 50 лет. Вы купили луковицу амарилиса или вам ее подарили? В этом видео я расскажу, как и что делать с амарилисом после того, как он отцвел. Как сделать, чтобы амарилис цвел много лет подряд. Я вам расскажу, что на самом деле хочет эта луковица. И покажу свою большую коллекцию. И расскажу, как неожиданно потеряла почти ее всю. На сегодняшний день моим амарилисам более 15 лет. И с годами они цветут только сильнее. Когда ваша луковица отцвела, смысл следующего этапа жизни луковицы – набрать достаточное количество питательных веществ, чтобы укрепить и вырастить луковицу и быть готовой заложить цветочные почки на следующий год. Для этого растению нужны листья. Поэтому, когда ваш амарилис отцвел, прежде всего отрежьте цветоносы, чтобы он не тратил силы на семена, и оставьте только листья. Больше всего листьям нужен свет, поэтому поставьте горшок на самое солнечное окно. Если погода уже позволяет, можно его вынести на улицу, чтобы амарилис получил еще больше солнышка. Амарилис хорошо растет при температуре 20 градусов Цельсия. Продолжайте поливать ваш амарилис. В этот момент можно даже удобрить его неорганическими удобрениями. Помните, что нельзя удобрять луковицы органическими удобрениями. Эти удобрения могут принести бактерии и содержать слишком много азота, и луковица может просто погибнуть. Можно использовать неорганические удобрения, такие как Miracle Grow, но концентрацию лучше брать меньше, чем рекомендуется, и добавлять удобрения в воду при каждом поливе. Это намного лучше, чем полить один раз большой концентрацией и сжечь все корни. Чтобы не забыть добавить удобрения, поставьте баночку с ним рядом с тем местом, где набираете лейку воды. Лучше поливать удобрением, в котором мало азота и много фосфора. Есть специальные удобрения для луковиц. Несмотря на то, что вы не ждете цветения от луковиц сейчас, удобрение для цветения тоже подойдет. Оно как раз содержит мало азота и много фосфора, а также много микроэлементов, которые укрепляют и защищают растения. За периодом выращивания листьев и накопления луковицы у амарилиса наступает период покоя, обычно в сентябре. Это как раз то время, когда закладываются новые цветочные почки. Вы увидите его наступление по появлению сухих и желтых листьев. Вы можете немного уменьшить полив в это время, чтобы помочь растению войти в период покоя. Все листья амарилиса постепенно отсохнут. Иногда даже их срезают, чтобы ускорить этот процесс. Я лично их не срезаю. Дело в том, что когда у растения желтеют листья, на самом деле растение разбирает на части все питательные вещества в листе и забирает их внутрь луковицы и внутрь корней. Поэтому я не очень люблю срезать листья и даю растению забрать все наработанные вещества из листьев. Обратите внимание, для маленьких луковиц, луковиц деток, период покоя не нужен. Они должны продолжать накапливать луковицу через листья. Амарилис будет в состоянии покоя приблизительно 1,5-2 месяца, и в это время его не нужно поливать. По окончании этого срока, в ноябре, амарилис начинают потихонечку поливать. Не очень часто, просто чтобы чуть-чуть была влажная почва, и луковица сама просыпается и выпускает сначала цветоносы, не листочки. В этот момент цветонос быстро растет и тянется в сторону к свету, и буквально может перевернуть этот горшок, потому что наверху образуются достаточно тяжелые бутоны и цветы. Он может даже сломаться. Поэтому горшок
нужно все время немножечко поворачивать, чтобы цветонос был более ровный. Также можно воткнуть поддерживающие его палочки. Вот такие вот палочки. Полив луковиц во время цветения. Важно понять, что сама луковица боится вымокания. В этот период у нее нет листьев, которые могут ей испарить ненужную воду. Поэтому лучше всего амарилисы в это время поливать в поддон. Вот такой вот поддон, чтобы вода достигала корешков, а луковица оставалась сухой. Если как раз в этот период вы приобрели новую луковицу и сажаете ее в горшок, то помните о мерах по предотвращению вымокания луковицы. Ее следует посадить в землю только наполовину. Лучше в маленький тесный горшок, чтобы он быстро высыхал. Лучше взять терракотовый горшок, так как у него пористые проницаемые стенки, которые отводят лишнюю воду. Что касается удобрений, то можно продолжать полив удобрениями для цветения, добавляя их каждый раз, но в малой концентрации. Как продлить цветение амарилиса? Если ваш амарилис цветет зимой дома, то лучше его не ставьте рядом с плитой или системой отопления. Горячий и сухой воздух сокращает жизнь цветка. Если ваш амарилис находится на улице и вдруг выдался жаркий денек и температура выше, чем 25 градусов Цельсия, то лучше всего его на этот день переставить в тень. Что же на самом деле хорошо для амарилиса? Что хочет эта луковица, чтобы жить 100 лет? Обычно амарилисы продаются зимой, и у большинства людей цветут в домах зимой. На самом деле это выгодночные амарилисы, которые специально заставили цвести зимой в декабре-январе на праздники. Более естественный цикл для амарилиса другой. Для него более натурально цвести весной или даже в начале лета. У меня есть амарилисы, которые цветут на улице в мае, в удивительный период, когда весенние растения прекратили цвести, а летние еще не начали. И в этот момент в моем саду, как невероятно прекрасный акцент, распускаются огромные красные цветы амарилиса. Это очень красиво, потому что они отличаются по размеру от многих мелких многолетников и однолетников в саду. Если следовать натуральному, естественному циклу амарилиса, то легче вырастить большую луковицу и легче получить максимальное цветение каждый год. Дело в том, что когда амарилисы отцвели в июне, им приходит время накопить луковицу, из-за того, что они уже находятся на улице, им достается самое яркое, самое светлое, самое теплое время года. И они в состоянии вырастить необыкновенные, сильные, зеленые листья и накопить огромную, шикарную луковицу. И тогда они в состоянии цвести каждый год, выпускать по 2-3 цветоноса с 4-5 цветками каждый. Теперь вы понимаете, какие бедные, несчастные выгоночные амарилисы, цветущие зимой. Ни одно южное окно не может сравниться с летним солнечным светом. Есть особенности выращивания амарилиса на улице. Полив. Луковицы не любят переувлажнения, поэтому если у вас продолжительные дожди или даже всего несколько дней проливных дождей, то лучше убрать горшок под навес. Если это небольшой однократный дождь, то это ничего страшного. Дождевая вода содержит много микроэлементов, очень полезных для растений, все из которых мы часто не можем дать в нашем обычном поливе водопроводной водой с удобрениями. Что касается удобрений, я поливаю амарилисы неорганическими удобрениями для цветения, добавляю их в каждый полив, но немножечко меньше, чем рекомендуется. Следующая особенность выращивания амарилиса на улице
Период покоя. Когда наступает ноябрь, то амарилисы естественным путем уходят в период покоя. Их нижние листики высыхают, и я уменьшаю полив. После того, как они совсем потеряют эти листики и температура воздуха становится приблизительно 10 градусов Цельсия, я убираю горшок в гараж. В моем гараже температура зимой положительная, выше нуля. Ну, конечно, она не 20 градусов Цельсия, а 5-10 градусов Цельсия как раз то, что нужно. Этот горшок просто стоит в углу в гараже всю зиму, и я его не поливаю. Когда приходит весна и минует угроза заморозка, а устойчивой температуры становится больше 10 градусов Цельсия, я выставляю горшок с луковицами на улицу. От света и тепла растения получают сигнал выпускать цветоносы. Инсектициды. Летом я поливаю свой сад, и в том числе амарилисы, инсектицидами превентивно. Это намного проще и веселее, чем ждать, когда очередное какое-нибудь прожорливое насекомое нападет на сад и попортит его. Опрыскивать или поливать инсектицидами нужно приблизительно раз в месяц, а еще лучше раз в 2 недели, потому что жизненный цикл многих вредителей как раз 2 недели. Препараты, которыми вы обрабатываете сад, лучше варьировать. Любой примитивный полив инсектицидами спасет ваши луковицы от нападения и луковичной мухи, и трипсов, и всяких кого бы то ни было насекомых. Ни разу не было никаких насекомых на моих амарилисах. Превентивный полив очень помогает. После того, как амарилисы отцвели, я срезаю цветоносы и ставлю горшок в полутень. Этого им достаточно для того, чтобы они выращивали свои прекрасные, мощные зеленые листья. Как пропала почти вся моя коллекция. Большая часть моих амарилисов не следовала естественному циклу. Она цвела зимой в маленьких тесных горшочках. Мне нужно было каким-то образом заставить их успеть набрать луковицу. Для этого, после того, как они отцвели, выпустили листья и дождались весны на окне, в мае мы вынимали их из горшочков и пересаживали на грядку или в огромный ящик с прекрасной черной землей, который стоял у меня на балконе. Прекрасно они себя чувствовали и нагуливали за лето огромную луковицу. Мы их вырывали осенью в начале сентября, отрезали листья, пересаживали в маленькие горшочки и красиво выставляли вот на такую вот подставку. Самая лучшая подставка, которую мы нашли для них, вот в форме такого полукруга, просто замечательная подставка. Между горшочками можно было ставить какие-то цветочки, чтобы закрывали горшочки, но коллекция так разрослась, что уже никакие цветы другие не ставили, это были только амарилисы. Можно было бы их переставлять немножко, когда они цвели, делать более красивую композицию. Так продолжалось лет 10, и нам удавалось содержать эти луковицы огромными и здоровыми. Но, к сожалению, у меня рядом прекраснейшая моя соседка очень полюбила птичек и завела кормушку для птиц размером, как ведро с овсом для лошади, которую она не убирала даже летом. И на зов этой кормушки пришли мыши. Им нужно было спрятать свои богатства куда-то, но это было высоко на балконе, и ближайшее место для них был как раз мой черный горшок с амарилисами. Это огромный большой ящик. Мыши вырыли огромное гнездо под этими амарилисами и съели все корни и даже некоторые луковицы. И луковички остались просто маленькие, с одним листочком, с маленьким таким жалким корешочком, худющенькие луковички. Но их удалось спасти. Я их на следующий год перевела на естественный цикл, и они стали наращивать луковичку обратно.